Привет всем зрителям нашего канала. Не так давно мы начали восстанавливать 48-вольтовые генераторы на мягкие гибриды семейства VAG. Мягкий гибрид или Mild Hybrid представляет собой автомобиль с ДВС, оснащенный небольшой аккумуляторной батареей и вспомогательным мотор-генератором, который может работать только параллельно с ДВС. При этом самостоятельно работать не может, соответственно автомобиль не может передвигаться на электротяге. Мягкий гибрид гораздо проще, чем любой другой тип гибрида. При этом увеличивает крутящий момент ДВС, обеспечивает плавный запуск ДВС в режиме старт-стоп, не нагружает 12-вольтовый стартер, который не предназначен для частых включений. И естественно увеличивает экономичность автомобиля и соответствует более строгим экологическим нормам. Но это все теория. На практике, конечно, все не так радужно. И как известно, первый блин всегда комом. И продукт оказался немного сырым. Но об этом дальше. И в этом ролике я хочу рассказать некоторые нюансы, с которыми мы однажды столкнулись. Возможно, кому-то окажется полезным. Ну а вы в свою очередь напишите свое мнение об этой всей ситуации в комментариях под видео. Приехал к нам в работу такой автомобиль. Это Audi A6 2018 года выпуска. Мягкий гибрид. Некоторое время назад владельцу был продан восстановленный нами 48-вольтовый генератор. При продаже генератора было оговорено, что необходимо правильно ввести в эксплуатацию и перепрошить генератор на самую последнюю версию прошивки. В новой прошивке уменьшен максимальный ток работы генератора, чтобы не горели силовые модули. Это возможно связано с просчетом в конструкции системы охлаждения, либо не совсем верно подобранные компоненты. По крайней мере, это рекомендация от самого VAG. Видимо, они что-то знают. В общем, автомобиль нам привезли с гарантийной претензией по генератору, уточнив, что автомобиль нормально проработал примерно 1 неделю. А дальше, через неделю, на холодную генератор работает, а затем через 10-15 минут генератор перестает работать. И высаживает 48-вольтовый аккумулятор. И сервис, который устанавливал генератор, его уже несколько раз заряжали. И проблема на автомобиле в том, что на холодную автомобиль нормально работает, а на горячую 48-вольтовая система перестает работать. По идее, связано с перегревом. И то, что увидели, на первый взгляд, у нас низкий уровень охлаждающей жидкости. И посмотрим теперь, в этом ли дело или нет. При подключении диагностики мы увидели большое количество ошибок, скорее всего связанных с разряженным 12-вольтовым аккумулятором. Также увидели, что генератор закодирован верно, но прошивка не обновлена. И была старая прошивка. И на всякий случай мы ее обновили. После удаления ошибок и перепрошивки запустили автомобиль. В блоке управления генератором появилась ошибка, с которыми мы уже начали работать. И по фактическим параметрам мы увидели проблему с датчиком температуры на горячую. А вот и наша помпа. Здесь стоит генератор 48-вольтовый, 2 ролика, которые натягивают их в одну и в другую сторону, и помпа. И она у нас сейчас работать не хочет. И по температуре у нас уже температура стартера 37 градусов. Платы 35 градусов и охлаждающий 31. В общем, посмотрим сейчас, при какой температуре начнет показывать минус 51 градус. Сейчас будем снимать помпу и смотреть, что с помпой. Но владелец уже привез новую помпу. Вот такая вот она. И сейчас ее снимем, подкинем на разъем, проверим, работает она или нет. И будем устанавливать. И ради интереса вскрыли помпу, чтобы проверить, действительно ли она заклинившая. И она таки действительно заклинившая. Она еле-еле проворачивается с большим трудом. Возможно, либо когда генератор снятый был, либо еще что-то. И она слегка подсохла и перестала вращаться. А где новая помпа? При этом новая помпа вращается у нас абсолютно легко. И даже под воздействием магнита она возвращается. Это же у нас не хочет. Вот дошла электроника автомобильная, что если помпа заклинившая, то диагностика пишет: помпа заклинившая. Вот так вот. В общем, ставим новую помпу и будем тестировать. Кстати, с этой ситуации можно сделать вывод, что при установке генератора система не была развоздушена, так как нам сказали, что выпускали автомобиль с полным бачком антифриза.
Видимо, в процессе эксплуатации вышла воздушная пробка и уровень упал. Запустили помпу. Но, к сожалению, проблема с датчиком температуры не ушла. Пришлось снимать генератор и искать проблему с датчиком температуры статора. Наш электронщик нашел проблему с контактом на разъеме датчика температуры. После пропайки ошибка ушла и температура стабилизировалась. После установки генератора на автомобиль все заработало и в блоке стартер генератора ошибок больше не было. Но это оказалось не все. В блоке 61 система регулирования АКБ была нестираемая ошибка P1B1B20. Ее мы не смогли удалить даже через специальные функции ODIS. Пришлось еще и 48-вольтовый аккумулятор вскрывать и перепрошивать процессор. И только после этого пропали все ошибки. Велика вероятность, что вся цепочка поломок пошла по причине неисправности электрической помпы системы охлаждения. Мало того, есть вероятность того, что старый генератор вышел из строя по вине заклинившей помпы. Кстати, для подключения 48-вольтового аккумулятора есть целая процедура через диагностику. Возможно, производитель перестраховался с этой процедурой, но лучше ее соблюдать. Если кому интересно, есть такой стенд для проверки генераторов. Он работает с 12-вольтовыми, 24-вольтовыми, 48-вольтовыми. На данный момент поддерживает такие автомобили, как Audi, BMW, Hyundai, Ford. В ближайшее время добавится еще и Volvo. На стенде можно читать ошибки, смотреть параметры, можно обновить ПО прямо на стенде. Итак, проверка генератора Audi 48 вольт на нашем стенде МСГ. Так, все, начинаем. Есть только ручной тест. Так, что проверяем? Первое. Проверяем режим стартера. Итого. Стоп. Сейчас показываю, как оно будет работать. Вот, нажимаю старт. Стоп. Проверили режим стартера. Стартер работает. Проверяем режим генератора. Включаем генератор. Запускаем двигатель на 3000 оборотов. Так, видим, да? Видим, у нас напряжение сейчас 42 вольта. Зарядка не идет. Включаем нагрузку. Все, нагрузка сейчас 60 ампер. Если видим здесь 60 ампер как раз. И напряжение генератора на 48 вольт. Сам генератор проверяется. Далее нагружаем генератор. Даже так, держим в этой нагрузке генератор. И смотрим, как греются наши платы. Вот такой у нас пирометр. Правда, плохо видно, но исходя из этих данных мы видим, какие температуры у нас здесь на генераторе. Если температуры средняя выше, чем нужно, мы бракуем этот генератор и переделаем дальше. Если вам понравилось данное видео, то подпишитесь на канал, оставляйте ваши комментарии и до новых встреч. Всем пока!